Всем привет, с вами Игорь. И сегодня будет видео в двух частях. В первой части я расскажу, что бы я сделал по-другому, если бы я его собирал сейчас, этот тепловой насос. А во второй части уже покажу наглядно, не на бумаге, не на планшете, а наглядно, вот как есть в реальных условиях, что куда течет, переходит и так далее. Так сказать, схема вживую. Итак, если бы я его сейчас собирал, у меня сейчас испаритель очень длинный, чересчур длинный, его надо было лучше сделать короче. Короче его можно было сделать, если перерезать эту трубу медную пополам. Вот у меня эта труба идет 3/8, да? Да, 3/8, по-моему, где-то у меня еще кусочек тут был, да ладно. Вот, и ее можно было просто перерезать пополам и спараллелить, вот эти две трубки. Но если бы я их спараллелил, вот я сейчас смотрю, то вполне возможно, чтобы я их не пропихнул в эту 25-ю, и пришлось бы ставить 32-ю полиэтиленовую трубу. Но это в принципе не проблема. Можно и 32-ю вот так вот такими кольцами скрутить, такого диаметра тоже. Вот, в принципе можно. Вот. Ну что сейчас получается у меня фреону слишком много пути. Вот. То есть ему надо пройти аж 30 метров. Это у меня почти 30 метров испарителя. Это довольно-таки много. Делают, если по-правильному, то пауки. Это такое разветвление, как бы, ну там одна труба и переход, такой плавный переход на 2, на 3, на 4, на 5 труб там уже. Пучок целый даже видел. Это позволяет сделать намного короче сам испаритель, уменьшить гидравлические потери и облегчить, так сказать, жизнь компрессору. То есть ему будет намного легче качать. Меньше, соответственно, надо полиэтиленовой трубы. Ну, медной трубы меньше не получится. Мы ее просто перерезаем пополам, ну, как у меня, и параллелим. Поэтому тут сэкономить не выйдет. Даже наоборот, это выйдет по трудозатратам даже дороже, потому что нужен и этот паук-разветвлитель. Тут как бы одна труба у меня идет цельная. Раз себе цельная вышла, без всяких там пауков, пайки лишние, она у меня одна идет, но зато она длинная. Вот. И это есть не очень хорошо, я так думаю. Поэтому если бы я сейчас сделал, я бы сделал этот испаритель в 2 раза короче, просто перерезав эту трубу на 2 части и запараллелил. Но паук должен быть не с тройника сделанный, а такой, ну, принцип, чтобы понять вам, да, что как бы фреоновому пару должно быть одинаково, в какой проход идти, в первый или во второй или третий, если там у вас 3. То есть сопротивление, чтобы он равномерно распределялся в этом пауке, равномерное было давление в каждой ветке, там первый, второй или третий, чтобы не было перепадов. Это тоже очень важно, поэтому он должен быть как бы одинаковые вот эти вот все там, ну, сопротивления. Ну, фреоновому пару, проще сказать, должно быть одинаково, в какой канал идти. Одинаково по сопротивлению. То есть не так, что один канал у нас с коленом, а второй прямой. Конечно, он будет больше идти туда, где прямой. Учитывая, что еще скорость пара фреона где-то вот в моей трубке это 10-12, а может быть даже и больше метров в секунду скорость пара, то это, конечно, довольно значительные у меня могут быть. А может и незначительные, но немного потери есть, конечно, гидравлические, из-за того, что длинноватый испаритель и одна только трубка. Длинноватый, да. Но, с другой стороны, тоже переусердствовать нельзя. И, ну, например, нельзя поставить большой такой паук на 5-6 трубок, потому что мы понимаем, да, что чем больше мы добавляем трубок в параллель, тем меньше у нас скорость уже пара фреона. Я это рассказывал в видео, как возврат масла, что-то такое, да, тепловой насос, возврат масла, что-то вроде так называется. Там я на этом подробно останавливался, то есть должна быть определенная скорость минимальная, я уже не помню сколько там, 3 или 4 метра в секунду пара, скорость, чтобы масло назад двигалось к компрессору, то есть оно выкидывается с компрессора
парами фреона, немножко там понемногу, но все равно выкидывается. И потом мигрирует, вот так вот циркулирует по кругу вместе. Но когда фреон жидкий, оно там растворяется. В парообразном фреоне масла нет, поэтому оно двигается такой пленкой. Поэтому я же говорю, что надо сохранить минимальную скорость движения пара в трубах, чтобы масло двигалось опять к компрессору. И одновременно уменьшить с другой стороны вот эти вот гидравлические потери. То есть найти такую золотую серединку, да, чтобы и компрессору легко было качать, и чтобы масло у нас легко возвращалось в компрессор. Вот это вот я сейчас так сделал. Уменьшил бы испаритель в 2 раза, то есть поставил бы 2 трубочки в параллель. Ну, конечно, больше пайки, эти пауки надо было 2 штучки. Вот, но я думаю, это стоило того. И следующее, что я добавил немного бы конденсатора. По длине даже, по длине. У меня в конденсаторе идет 2 параллельных трубки. Ну, я это сейчас покажу. 1/4, 2 в параллель. В конденсаторе давление намного выше, поэтому там как бы гидравлические потери уже не так актуальны. Оно там продавит по-любому. По-любому продавит. Вот, это на испарителе, на всасе важно, ему тяжело, а после него там конденсатор, там давление 16-18, даже до 20 бар, так что там не проблема. Но я бы его добавил, потому что вижу, что было бы так вот лучше работа, это бы как бы заменило, ну, можно поставить ресивер. После конденсатора ставят обычно ресивер, где собирается уже жидкий фреон, и уже с ресивера он идет на ТРВ, там, через фильтр, смотровое стекло, он там уже нормально конденсируется, все там уже как положено, охлаждается хорошо. Вот. Но можно этот ресивер заменить, просто добавив процентов 25-30 конденсатора. То есть просто добавив трубы по длине, процентов 25-30. Это тоже, я считаю, улучшило бы немного работу. Ну, немножко там, немножко тут, знаете, и в сумме получается нормально. Вот. Что бы я еще не так сделал? Еще бы я... у меня циркуляционный насос, который, да, прокачивает по системе отопления, он у меня работает постоянно. То есть он висит у меня на баке теплоаккумулятора, у меня об этом тоже есть видео, я показывал свой теплоаккумулятор, и он как бы высасывает с теплоаккумулятора уже нагретую теплую воду и пускает по системе. И он работает постоянно, включается и выключается только тепловой насос. Но у меня сейчас вот достаточно солнечные дни, и на середину ноября, сейчас ноября, у меня опять же солнечное отопление рулит, то есть большую часть тепла у меня в дом сейчас дает солнце. Это 8 киловатт солнечных панелей плюс солнечный коллектор. Поэтому тепловой насос я включаю, если и включаю, то где-то аж ночью под утро. Хотя можно было его экономить сейчас в принципе на электроэнергии, нет смысла, потому что у меня ночной тариф, у меня сейчас вообще пришла квитанция 70 копеек киловатт по ночному тарифу, так что можно полить сколько хочешь. Я думаю, даже простыми обогревателями можно было бы тенами греться, и было бы недорого. 70 копеек киловатт ночью. Вот. И я бы сделал на вот этом вот, но я знаю, что электроэнергия все равно подорожает, и я сделаю на вот этот насос, поставлю обычный вот этот вот китайский терморегулятор дешевенький, чтобы он включался, циркуляционный насос, когда, например, тепловой насос включится, нагреет, например, до 30 градусов в теплоаккумуляторе воду, а тогда уже, чтобы включался циркуляционный насос. Ну и выключался там, соответственно, где-то 28 поставить, 27, надо смотреть там. Вот, то есть, чтобы он постоянно не работал, циркуляционный насос, и я таким образом, на третьей скорости он немного берет, 60 ватт, но эти 60 ватт, если круглосуточно и целый месяц, еще и подорожает электроэнергия, то я думаю, есть в этом смысл. А этот терморегулятор, я же говорю, его просто разорвать цепь питания циркуляционного насоса, один провод, туда эту релюшку вставить и все, и датчик приклеить, все на месте как бы. Вот это вот я такие сделал усовершенствования, это немного там то уменьшило потребление, тут бы тоже улучшилось, вот такие.
Особо глобально тут менять я не вижу что. Вот, мне он нравится. Вот, работает он нормально, вполне удовлетворительно. Так что я же говорю, вот это единственное, что испаритель я сделал сейчас немного не так. Сделал бы 2 трубки в параллель, просто разрезав ее. Немного добавил конденсатора, ну вот этот вот датчик. Ну датчик я могу поставить, а уже с конденсатором, испарителем я уже ничего не сделаю, уже оно будет работать так, как есть. Хотя оно нормально работает. Итак, теперь схема, что куда течет у меня. Так. Смотрим. Ну сначала, наверное, давайте посмотрим по водяной системе. Вот, что куда скважиной, то есть, ну, контур воды, скважина из скважины. Итак, вот у меня прокопал я 2 трубы. Это у меня из скважины к насосу, а это уже в вторую скважину, на слив идет. То есть это туда вода. Кстати, между скважинами должно быть, тоже я об этом говорил уже, не менее, ну, метров 15-20, не меньше, чтобы не было у нас короткого замыкания. И обязательно учитывать направление движения грунтовой воды. То есть, чтобы у нас, ну, грунтовые воды, они всегда двигаются в сторону ближайшей речки, да? Вот, чтобы у нас холодная вода, уже охлажденная, сброшенная, не двигалась в сторону водозабора, а наоборот двигалась. Вот. Ну, по-моему, я понятно выразился. Или, если так не получается, метров до 20 сделать между скважинами, то хотя бы сделать в разных уровнях скважины. Одну, например, мельче, другую глубже. Тоже как вариант. Но лучше, конечно, дальше их разнести. Но обязательно, я считаю, самое главное, это учитать направление движения от этой грунтовой воды. Итак, вот у меня вода поднялась, засосалась в насос. Насос ее подал вот сюда. А, еще тут у меня спрашивали, как я сделал уплотнение. Ну, тройник обычный ПНД, видите. И здесь медная труба. Здесь у меня уже замотан баллон ТРВ. И как я тут загерметизировал? Ну, не знаю, покажу. Обычным силиконом, видите. Обычный силикон. Вот, и напихал я туда саморезы, гвозди там такое. Зачем я их туда напихал? Потому что силикон, он при усушке, он немного сжимается. Он ссыхается как бы. И у меня через неделю тут начало немножко подтекать, ну, так сочиться, капать, подкапывать. Сильно оно тут течь не будет, потому что тут в этом испарителе, ну вообще в переливной системе давления нет. Давления нет, потому что вот эта вот скважина, которая уходит в землю, она подсасывает. Поэтому мне даже вот, чтобы набрать воды, вот отсюда у меня здесь краник, вот видите, я здесь набираю воду, вот. У меня есть тут трубочка, то мне надо перекрыть вот этот краник, тогда отсюда начнет бежать вода. Потому что здесь, я же говорю, в испарителе давления нет. Поэтому тут особо так можете не заморачиваться над этой герметизацией. Там чем-нибудь силиконом или какими-то там другим герметиком запшукали, там гвоздей напихал. Ну, гвоздей напихал, понятно, да, чтобы он расширился и прижался к стенкам, ну, перестал подтекать. Ну, это помогло, видите, напихал, ну, все нормально держу. Давления тут нет, ну что это переливная система. Тут вверх оно ничего не давит. Вот, зашла у меня вода и пошла вот кольцами пошла. Тут получается противотоком. То есть вода у нас двигается в эту сторону, фреон в эту, напротив. Это тоже очень важно для лучшего теплообмена, чтобы фреон двигался напротив воды. Не по ходу, а напротив. Итак, вот у меня прошли эти все кольца. Ну, видите, многовато тут испарителя, да, многовато. И вот здесь вот такой же самый тройник у меня. Вон он. Видно, да? Тройник выходит уже из испарителя. Это вход в испаритель, это вход. Ну, воды-выход. Воды вообще-то да, воды-выход. Вот, вода это вышла. Ну, сейчас мы водяной контур, да, рассмотрим. Вода вышла через тройник. Там я так же само
загерметизировал силикончиком и туда же напихал гвоздей. Вот, и вот это вот уже шланг, вот это вверх труба, она пошла уже сброс воды во вторую скважину, слив воды. Вот это вот водяной контур скважин испарителя. Теперь фреоновый контур. Ну, начнем с компрессора. Вот он компрессор. И у нас, ну, по ходу движения фреона будем двигаться. Как двигается фреон, так и мы будем за ним двигаться. Вот у меня идет нагнетательный патрубок. Я его замотал, утеплил. Тут он у меня разветвляется. Вот это вот, кстати, тоже не очень хорошо, что я через тройник его разветвлил. Ну, вот как здесь. Вот, видите? Вот. Потому что тут получается, как бы, фреон, пар фреона идет прямо-прямо, а тут как бы этот тройник, он как бы ударяется в стенку, потом ему надо разветвляться. Я тоже думаю, что тут должны быть потери. Мне кажется, так не делайте. Лучше сделайте какой-то плавный переход, тот же самый паук или что, вот такое, или более толстую трубу одну просто, вот, можно более толстую. Но вот это вот тоже вот такой вот переход тройником, как здесь, это мне не нравится вот такой вот. Ну, здесь, в принципе, внизу нормально, а вот здесь это не очень хорошо. Итак, зашло оно в конденсатор. То есть это и есть конденсатор, в принципе. Вот он разветвлился. Здесь у меня вот такая вот трубка, ну, замотанная. А здесь пошли уже две трубочки, 1/4. Две штуки. Они пошли вот в стенку. Там у меня за стеной сразу теплоаккумулятор. Это просто ящик я сварил металлический на 400 литров. Вот. Там он зашел. Вот там вот они вышли, эти две трубочки. Видите, да, из стены. Вот они. Это и есть конденсатор. Вот. Вышли, отдали уже свое тепло. И вот здесь вот зашли они. Такая вот скрутка. Видите, вот здесь вот, да. Ее тут примерно 2 метра. Ну, может быть, немного больше. Вот это кольцо такое белым вот этим вот утеплителем замотано. Это рекуператор. Вот. Это скрутка, получается, я скрутил последние 2 метра, или сколько тут их есть, конденсатора с последними 2 метрами испарителя. Ну, для чего рекуператор, я сейчас не буду останавливаться. Там, смотрите, у меня видео «Самое дешевое отопление». Там последние части я где-то там рассказываю про рекуператор, для чего он нужен. Вот, это просто скрученные 2 трубы. Я их вот так вот скрутил, ну, косичкой такой, поплотненько. Потом еще стянул стяжками для, ну, эти капроновыми, для лучшего контакта. И утеплил, замотал еще вот этим вот утеплителем. Вот этот конденсатор. Вышли эти 2 трубки, они тут скручены с последними 2 метрами испарителя. Потом они вот здесь вот выходят, вот одна и вот вторая. Вторая через тройники, я вот так вот их перевел. Уходят они вот на фильтр-осушитель. Видите, да, фильтр-осушитель. У меня он немного больше, чем надо для этого компрессора. Ну, я специально взял переразмеренный, чтобы его надольше как бы хватило. Лучше брать переразмеренный. Вот, фильтр-осушитель. Потом с фильтра-осушителя вышла трубочка. Вот. И пошла на смотровое стекло. С смотрового стекла переходик на ТРВ. Вот он, ТРВ мой. Алко. На гайках. Это у меня единственное соединение на гайках. Все остальное у меня пайка. Это сменная дюза там вставляется во вход. Ну, мне кажется, это самый оптимальный вариант. И выход уже более толстая труба. Видите, вот она пошла. Это уже вход в испаритель. Тут я датчик приклеил. Он, в принципе, там и не нужен. Это уже пошла труба, вход фреона. Вот он, вход фреона в испаритель. Вот он, видите, да, входит. Оттуда, ну, водяной испаритель. Вот. Тут уже должна быть более толстая труба. Там даже, если смотреть вот на ТРВ, то тут вход 3/8 в ТРВ. Вот это вот, сейчас я указочку возьму. Вот он, вот этот вот вход. Вот это вот вход. Там идет
меньшая труба меньшего диаметра, выход она обычно идет больше. Выход, по-моему, 1/2. Вот здесь вот, если я точно... О, опять у меня кончилось время на моей мыльничке. Вот, выход. Вот это 1/2, тут 3/8. Ну, обычно всегда у ТРВ выходное отверстие, оно больше, чем входное. Ну и пошло оно дальше в испаритель. Прошел вот фреон. Опять же, фреон у нас, если вода у нас двигается в эту сторону, вниз как бы по кольцах, то фреон двигается вверх по кольцах. Вот он прошел фреон в этих всех трубках. Вышла трубочка у нас вот здесь, вот она, трубочка. Вышла здесь же, крепится сразу после испарителя, крепится баллон ТРВ. То есть не где-то там дальше, не там, не вот здесь, вот, ну, на горизонтальном, кстати, участке крепится баллон ТРВ, только на горизонтальном. Вот. А сразу для корректной работы, потому что я пробовал везде его цеплять, для корректной работы, правильной работы, именно сразу после испарителя крепится баллон ТРВ. Вот. И пошла вот эта вот трубка уже у меня, вот это она вышла, вот и она пошла. Вот она. На рекуператор. Опять же, этот рекуператор, это ж те самые, что я говорил, последние 2 метра испарителя, скручены с последними 2 метрами конденсатора. Вот она сюда зашла, там она немного получила тепло, да испарился фреон, который не испарился, еще может быть в испарителе. И вот оно вот так вот, таким вот кольцом. Здесь у меня впаяны тройники вот такие, видите, ну, тут так же само. И тут такие тоже переходы, они тут продаются, кстати, такая трубочка тоненькая на манометре. Вот у меня манометры вот так вот подключены, высокого давления и низкого давления. Вот эти вот тройнички. И уже зашло в докипатель компрессора. Вот, видите, эта трубка уже зашла в докипатель компрессора. Вот. Ну, потом она из докипателя снизу перешла в компрессор. Тут уже все ясно, да? Вышла через компрессор. Тут у меня термодатчик приклеенный к голове. Температуру именно тут надо мерять. Шнур подогревающий. Вот, ну и все. Конденсатор. И опять вышел фреон и опять пошел по кругу. Вот такая вот круговая схема. Ну, я думаю, все показал. Ну, такая простая, очень простая схема. Лишних деталей здесь нет. Все очень просто. Ну, так, если смотреть, может быть и не очень просто, да, так, с виду. Но если разобраться, как я вот только что показал, что куда идет вода, водяной контур, скважины, в скважину, фреоновый контур, то видите сами, что здесь все предельно просто. Минимум пайки. Вот, ну вот такое видео. Ладно, и так я уже что-то затянул уже, ладненько. Всем пока. Задавайте вопросы по тепловому насосу. Я готовлю видео вопросы и ответы. Скоро будет в ближайшее время. Ну, конечно, такого, что у меня еще нет видео на эту тему, такие задавайте. Смотрите, там у меня есть куча видео, я оставлю ссылки в описании на свой тепловой насос. И там плейлист есть у меня и по другой альтернативе. Все, короче, всем пока, до следующих видео.